Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно фарма промышленных материалов. Да, такие видосы есть и у меня на канале были, но прикол в том, что мы знаем, правда, такое место, как Devs Hope. Мы там фармим на планете, катаемся на ТРП, собираем, делаем релоги. Тут тоже, конечно, можно делать релоги, но не обязательно. Но все это у нас здесь будет происходить в космосе, и это будет гораздо быстрее, нежели переворачиваться на машине на планете. Ну что ж, обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Давайте начнем с кораблей, которые под это дело подходят. Сейчас я вам показываю корвет, но, естественно, не обязательно его использовать. Я вообще все буду вам показывать на примере Анаконды. В чем, собственно, смысл? Нам нужен корабль, который имеет большое количество слотов внутренних, чтобы у него был хоть какой-никакой танк, чтобы пережить некоторые моменты, плюс хороший секундный залп. Да, нам придется уничтожать корабли как-никак, и поэтому рекомендую все-таки вот смотреть на корабли большого размера. Чем хороша Анаконда? Великолепное сведение 6 орудий. Очень хорошее. У корвета две большие четверки, у катера просто много танка, его сюда особо-то и не надо. Type 10 Defender, он вообще турельный, тоже хорошо подойдет. Крайт МК-2, Питон тоже подойдет. Вот они все могут в этом деле работать. Но можно еще и попробовать на чифтейнах. Ну и, скажем, наверное, на ганшипе тоже можно будет. Ну, все же, крайты, питоны, анаконды в этом будут поприятнее. Так, теперь что касательно фита. Не пугайтесь, у меня здесь стоят все пучковые лазеры, эффективное орудие, чтобы дольше стрелять, теплоотдача. Это, конечно, прекрасно, но это не прям то, что вам нужно. Это не обязательно. Можете собирать все, что угодно, все, что хотите, но главный момент — нанести много урона за короткое время. Хоть дробовики, хоть плазма, все очень прекрасно, но в данном случае пучковые лазеры, у них бесконечный боезапас, и они не тратят топливо, так как делает топливно-рельсовая плазма, топливно-рельсовая, собственно, рельсы, но это говорю про экспериментальный эффект, где боеприпасы берутся из топлива, поэтому лазер, как по мне, оптимальный. Но если корабли имеют меньше орудийных слотов, то там все-таки лучше использовать плазму, потому что у нее есть свои, так сказать, приколы. Касательно танка. Жирный жир, ребят, как у меня здесь, в плане надежного усилителя щита в 5 гаек и еще там на резисты, такого вам тоже не нужно, поверьте. Там хватит там 1000, может чуть больше щита, хоть с какими-никакими резистами. Да может даже не понадобится. Касательно корпуса то же самое, нас это не интересует. Ну, естественно, силовая, что все это у нас влезло и нормально функционировало. Маневровые лучше поставить, конечно же, А-класса, вне зависимости от корабля, чтобы быстро менять точки. Я вам покажу, с чем это связано. FSD-шечка, чтобы непосредственно долететь в ту систему. Да? Хотя, в принципе, это в пределах пузыря, можно даже то заказать корабль. Ну, а тут уже по вкусу. Распределитель лучше А-класса, а еще лучше с фокусом на орудие, как у меня, чтобы вы могли, повторюсь, дольше стрелять. После, по дополнительному оборудованию здесь несложно. Щиты, желательно двухпоточные, чтобы не тратиться на банки, быстрое восстановление, все это вы прекрасно знаете. Грузовой стеллаж. Обязательно ставьте максимально возможный в вашем корабле. Можно было даже здесь поставить шестой. Да, шестой. Двухпоточный щитогенератор и 7-й грузовой стеллаж. Ну ладно, ангар истребителя по желанию. Можно его поставить, запихнуть туда гуся с пучковыми лазерами, чтобы увеличить входящий урон. Без проблем. Контроллер дрона-сборщика. Вот эта штука нам нужна. Ставьте абсолютно любой класс. Вот честно, какой захотите, я буду использовать 5B. Хоть 1А, хоть 5А, хоть опять-таки 7А ставьте, это на ваше усмотрение. А дальше все просто закидываете усилителями щита от стражей. Но это тоже, повторюсь, не обязательно. Танка много особо там не понадобится. И очень важный момент. Не забывайте брать с собой истребителя. Ну, пилота истребителя, если он у вас есть. И не забывайте, брать дронов. Если полетите без дронов, все будет очень-очень грустно. Ибо без них хрен вы что соберете. Нет, соберете, конечно, но это будет прям очень долго. А нам нужно делать это быстро. Ну а теперь нам нужно отправиться в следующую систему. Открываем карту галактики и... Она находится недалеко от системы Кхан, где у нас находится инженер, который делает нам корпус. Вот, пожалуйста, это Кхан, сейчас там у меня флотоносец. И вот наша система, куда мы с вами отправимся. Это колл-сектор RF-C B14-7.
Направляемся непосредственно туда. Если что, это у нас примерно, ну, наверное, в 200 годах от шинки. Может, чуть по... Ну да, 200, там, 30, 240. Еще учитывайте то, что это ближе к ней, нежели мы сейчас находимся. Не очень далеко. Долететь вполне реально. Если долететь не можете своим боевым кораблем, то летите сюда на такси в Одиссее, либо на своем исследователе, и заказывайте непосредственно корабль на станцию. В той системе, куда мы направляемся, нужен навигационный маяк. Смысл в чем? Мы там сможем безнаказанно уничтожать корабли, белуги и так далее. С них будут падать материалы, и мы все это дело с вами будем непосредственно собирать. Так вот, в этой системе находится маячок под названием «Горячий Юпитер». Отправляемся туда. Он прям совсем недалеко. Почему горячий Юпитер? Да потому что тут есть еще одна звезда, вокруг которой на очень близкой орбите вращается, как ни странно, газовый гигант. Я не знаю, как так вообще произошло, но, в общем, нам туда. Так вот, данная вся штучка работает у нас и в горизонтах. Как вы можете обратить внимание, мы сейчас на горячем Юпитере, процентов не видно, а это значит, мы в горизонтах. В чем прикол? Нам нужно уничтожать корабли, которые здесь появляются. Появляются они довольно часто. Вот, к примеру, что от них остается. Материалы. Вот, на радаре вы можете увидеть. Сейчас я приближу. Пожалуйста. Орава материалов. Заходим в контакты и смотрим, что. Манипуляторы для работы с химикатами, которые довольно редкие. Даже вот у меня их маловато. Это 4-й уровень. Щиты-излучатели 2-й. Тепловые заслонки 4-й. Теплорассеивающие пластины. Многоступенчатая защита. Проводящие полимеры и так далее. В основном, конечно, здесь падают от 2 до 4. Единичек пока не встречал, да и 5 тоже. Но на 5 у нас есть отдельная тема, это высокоуровневые сигналы. Вот сейчас выйдет подсказочка. Если раньше я их обменивал на более низкие уровни в плане промышленных материалов, то теперь я этого делать не буду, буду фармиться здесь. Довольно просто. Ну вот у нас приварпало 2 корабля, практически вот, ну прям вот сейчас. Это у нас белуга, это у нас белуга. Давайте их ковырять, чё. Все в распределитель, грузовой ковш уберем. Не забываем, корабли быстрые. Тут тоже могут быть такие, как, допустим, та же самая Орка. Один из самых быстрых кораблей. Да и, наверное, самый быстрый из больших. Нет, он все-таки самый быстрый из больших. В общем, разбираем. Разбираем. Все. И, опять-таки, материалы. И видите, мины с сенсором. Вот поэтому, друзья, нам нужны щиты. Они будут вас отстреливать мины. Вот многоступенчатая защита у нас тут, пожалуйста. Собираем. Все это дело собираем. Можно, кстати, попутно забрать еще одну. Почему бы, собственно, и нет. Раз уж мы здесь. А потом все сразу собрать. Не забывайте про радиус полного урона оружия, включая тех же самых лазеров. То есть вот с такого расстояния не надо. Лучше прям 600 с 500 метров. С 500. Бывает. В общем, тоже разобрано. Но если корабль поменьше, может все-таки не хватить урона. Только закончил с этой, прилетела, блин, еще одна. И да. Данные тут тоже можно пофармить слегка, когда вы их будете сканировать. Приятный как-никак бонус. И вон еще одна приварпала, но это уже орка. Кстати, ну по времени вы заметили, это произошло вот только-только прям что. Фармить здесь или нет на постоянке, решать уже вам. Блин, вот реально, если бы здесь падали еще сырьевые материалы, это было бы прекрасное место, но, увы и ах. Почему также нельзя делать в зонах добычи, либо в зонах конфликта? В зонах конфликта вам будут сшибать дронов. Турелями точной обороны как-никак. В зонах добычи такое количество больших пацанов в плане розыска вы вряд ли найдете. Ибо они тут практически постоянно. Да, можно, конечно, скажем, полететь в анархическую систему, где есть опасная или высокая зона добычи, поразвлекаться там. Но фиг его на самом деле знает. Пишите по этому поводу в комментариях. И пишите, если знаете какие-то такие злачные места. Естественно, все это дело я проверю. Учитывая то, что я сейчас вижу в плане урона, я, наверное, погорячился со сильными сборками, но я это еще тестировал в Одиссее. В Одиссее непись что-то как-то более жесткая, так что обращайте на это внимание.
Выбирая между данным местом фарма и тем же самым Dev's Hope, это шахтерское поселение, я думаю, вы знаете, подсказочка, если что, сейчас вылезет, выберу это. Потому что тут не нужно, блин, ездить на ТРП и делать релоги, как минимум. Ненавижу ТРП на планетах с низкой гравитацией, очень неудобно. Кстати, здесь, ну, довольно красивые виды. Со временем эти звезды будут подниматься из-за горизонта данного гиганта. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, друзья, и там уже, как-никак, больше, чем 5000 видео. Говорю о количестве, чтобы вы понимали, сколько контента в данной игре, и то, чтобы вы не слушали людей, которые говорят, что в этом месте заняться нечем. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист на различные темы. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, торгоиды, вооружение, ручное вооружение, корабельное, различные тесты, как собирать фиты под различные задачи, много чего полезного, но все-таки общая информация по игре в одном большом плейлисте. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, кооперироваться, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в дотку, не осуждаю, сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу. Плюс, моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее. Мы расширяемся, под нашим контролем уже не одна система. Если хотите принять в этом участие, то вам в Discord. Там подробные правила вступления и так далее. Как минимум, шнуры мы не дергаем. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.